Представители знака зодиака Весы, приветствую вас! Прогноз Таро, цыганский старинный пасьянс, события ближайшего будущего. События недели с 17 по 23 февраля. Давайте узнаем, что подскажут карты. У нас сегодня две колоды. Пасьянс, который у меня очень много лет, скоро будет 40. И колода Таро. И когда-то прежде на канале были и еженедельные короткие прогнозы, было больше пасьянсов. Потом это сведено было на нет, вот теперь я решила возобновить, и поэтому я буду благодарна вашим комментариям, насколько это откликается вашей душе, насколько вам это интересно, нужно ли это продолжать, или попросту вам нравится. Давайте узнаем, что же нам будут подсказывать маленькие карты с их рандомными значениями, и они нам обрисовывают обычно события беспристрастно. Какие события могут происходить в ближайшем будущем для вас, мои дорогие весы? Чего это может касаться? Или с чем будет связано? Не такой большой срок неделя, но позволим нам, картам, дать правильное направление. А вот смотрите, у кого-то с самого начала, с первых дней недели, молния. Это как информация, или, может быть, и вы сами что-то переиграете, примете какое-то внезапное решение. Но это может быть и новость, это может быть и телефонный звонок, может быть и какой-то документ, который мы получаем внезапно. Всегда элемент внезапности. Мы и сами можем что-то переделать внезапно. Не всегда мы сами от себя ожидаем того, ну, на что мы способны. Потому что часто обстоятельства нас вынуждают принимать какие-то неожиданные решения. Вот что-то подобное тут тоже может проиграться. Но это может быть конкретно как новость, информация, которая вас заставляет, опять же, что-то решать. Так, смотрим, что у вас еще совпало. Но в конечном итоге это ведет вас как к якорю, к уверенности. Может быть, какое-то продвижение, вы об этом узнаете, продвижение по части, может быть, вашего проекта. Но у вас выпадает лебедь, для кого-то это любовь, личная жизнь. Ну, пусть даже если мы говорим про проект, это еще символ искренности. Поэтому, может быть, и партнерские отношения, которые основаны именно на честности, на искренности. И в зависимости от того, какое это будет сообщение, вы здесь будете как, ну, что-то либо обустраивать, либо укреплять собственные позиции, да, вот этот якорь, как фундаментировать что-то или определяться, может быть, с чем-то. Порядок будете наводить в чем-то. Может проясниться та или иная ситуация, я такое тоже допускаю. Смотрим, что еще. Поэтому какие-то добрые события с 17 по 23 февраля могут быть у вас. С чем это еще связано? У кого-то в этот период это может быть связано с человеком или просто сам по себе человек новый приходит в вашу жизнь. Изображение цыганки, но по сути называется лицо. То есть тот человек, с которым мы, может быть, и знакомы, но сказать, что мы его знаем хорошо, то нет. Может быть, как какие-то контакты, и будьте тогда внимательны. Вот рядом карта маска. Это может быть преднамеренный какой-то обман, или часто по маске это как игра чья-то, отнюдь не ваша, а вот того человека. Может быть, и вы где-то внутренне это чувствуете, что, ну, вот есть персоны, которым я не могу доверять. С одной стороны, есть и люди, которые к вам относятся искренне, но, может быть, по части тех, кого вы не знаете еще хорошо. Не делайте скороспелых выводов. И маска, мы сказали, игра. Транслируют люди одно, а на самом деле думают что-то другое. Для вас будет важно не торопиться. Не бежать впереди паровоза, действительно. Может быть, пронаблюдать. Или самому себе, самой задать такой вопрос. А так ли уж все безоблачно? А может быть, есть что-то в моей жизни, что мне словно нужно как притормозить
для того, чтобы скрытые какие-то грани, ну, или сотрудничество, или взаимодействие с конкретным человеком, или по конкретному вопросу увидеть альтернативные варианты. Потому что есть действительно и те, кто к вам относится искренне, и в то же время есть какой-то прочный союз. Но есть и еще какая-то неопределенность с другим человеком. Какая-то может быть ситуация у вас, которая, ну, как вот мы ее называем, качелеобразная. Может быть, это касается нового предложения или вашего нового направления. Может быть, и обещаний каких-то вполне касается. Поэтому, мои дорогие весы, будьте реалистом. Смотрю, что у вас, что еще совпало. У вас может совпасть получение денег. Может быть, буквально скоро это приходят деньги. Вот так вот, да, молниеносно, быстро. Вы думали, это будет дольше, а здесь это будет проигрываться раньше. У кого-то так. Так, что еще? Может, у вас тут можем соединить. У вас, кстати, могло быть, знаете, или могла быть ссора, или могло быть какое-то взаимодействие с конкретным человеком, напряженное. Или как ваша интуиция вам могла давать прежде подсказки, что вот кому-то не стоит доверять. Или вы просто не можете это объяснить, но такое состояние нет. Все-таки я не верю. И это где-то будет сопровождаться тревожностью по необъяснимым причинам. Ну, есть определенно какой-то пункт, или если тревожность сама по себе, это не самый лучший момент и не самый позитивный. Если мы рассматриваем это буквально как клинический термин, то тогда нам нужно не тревожиться, а попытаться с самим собой разобраться, что это такое. Если мы бездействуем и просто чего-то ждем или, ну, как пытаемся дождаться лучшего, но тем самым себя ставим в зависимую ситуацию от обстоятельств, от людей, от чего угодно, то тогда вот этому нужно уделить внимание. Ну и кто знает, или работа над самим собой, или, может быть, для кого-то это как подсказка к психологу сходить. Но если мы говорим вот эта тревожность все-таки, потому что вы реально, ну, некоторые факты у вас стыкуются, но нет, знаете, такого долженствующего подтверждения. Но некоторые нюансы вас именно направляют в том русле, что вас акцентируют, что вы кому-то не можете верить. Это есть какая-то конкретика. Тогда действительно не рискуйте собой. Будьте внимательны к той персоне, которая вас, где-то вот у вас мечи перекрещенные, которая и вызвала как раз вот эти самые сомнения. Может быть, это вы в целом будете пересматривать весь свой социум, как и ближнее, так и далекое окружение. Такое тоже могу предположить. Смотрю, что у вас еще совпало. Ну, какой-то внутренний такой анализ, кому я могу доверять, у вас может быть на этой неделе просто совершенно необходим. Все зависит от той ситуации, в которой вы окажетесь. Может быть, это что-то как выбор партнера по бизнесу, например, или по вашему личному делу, или стоит на кону финансовый вопрос, и на кону серьезный финансовый вопрос, который в иных суммах, не в мелких, и вам тоже нужно с чем-то определяться. Тогда точно не рискуйте собой, ну и прислушивайтесь к интуиции. Помним, интуиция – это не глубокая, опять же, философия и не состояние тревожности, апатии, отнюдь нет, или какой-то депрессии, нет. Интуиция – это как высшее знание плюс. Опыт, мои дорогие, такой хладнокровный его величество опыт, подобный той ситуации, когда вы прежде в ней находились. И вот эту ошибку нам важно не повторить. И если действительно что-то проигрывается, как дежавю, мне кажется, я где-то это уже слышал или слышала, или что-то подобное в моей жизни было, тогда вас судьба через какие-то события, извещения, новости, обстоятельства как раз направляет к тому, чтобы вы сделали вывод и, может быть, отправились куда-то дальше или предприняли какие-то действия. Ладно, идем дальше. Сфера ваших достижений, работы и денег. Что подскажут карты? Что на эту неделю? У кого-то это может пересекаться напрямую с личной жизнью. Ну, это может быть достижение по части того места, где вы находитесь или намереваетесь находиться. Может быть, это связано с переездом у кого-то. Возможно, это тот переезд, который вы планируете. Или для кого-то
личная жизнь в контексте ваших отношений и куда же они идут, на какую стадию отношений переходят. Вообще это карта любящего человека, и это не совсем про достижения нам даже говорят. Но кто знает, может быть, в ваших достижениях вам будет помогать близкий человек. Такое я вполне могу предположить. Или вам нужно куда-то отправиться, или для вашего нового как направления, то, что вас заинтересует, вы хотите создать какой-то проект, и я могу предположить, что это, понятно, не для всех, тогда близкий человек как инвестиции может сделать вас, к примеру, пройти какие-то курсы и проплатить эти курсы, или когда он будет вас поддерживать, ну, может быть, и материально, с учетом деньги и молния. У каждого своя концепция, но на это не стоит надеяться, потому что по королеве кубков тут, ну, есть какая-то зыбкость, хотя для кого-то из вас личные отношения. Смена статуса может проходить или в вашей личной жизни, если у вас есть партнер, важные решения или что-то вы будете проговаривать. Знаете, будьте реалистами. Король Пентаклей может говорить о том, что да, вроде бы и человек надежный, но насколько человек надежен в ваших личных отношениях или в том деле, которое вы вместе, может быть, начинаете. По королю Пентаклей это тот, который надеется сам на себя, и это та энергия, которую вам предлагают карты. Буквально детализировать, создать тезис-план, что-то просчитать, может быть и оформить, верить тому, что у вас буквально подписано в документе или согласуется с законом. Король Пентаклей собой не рискует. И если мы говорим, он создал себя сам, то ему пришлось пройти какой-то сложный путь. Не бывает что-то просто. Поэтому, конечно, это его сделало и большим реалистом. Он умеет правильно просчитать любую какую-то концепцию денежную. Его, к сожалению, не назовешь каким-то идейным вдохновителем, и вообще с вдохновением у него сложновато. Но кто знает, может быть, на эту неделю для вас нужно быть в таких энергиях, чтобы не замечтаться. Давайте посмотрим, что же еще по части ваших достижений. Правда, у кого-то дорога, переезд, у кого-то новые курсы изучения, может быть, языков, а у кого-то язык программирования, получение новых навыков, получение нового ремесла. Мы отплываем от прежнего берега и идем в новое. У кого-то это сама по себе дорога, поездка, а у кого-то это новый проект. И это карта заслуженного успеха. Значит, что-то нужно продолжать. И терпение от вас потребуется, и, мои дорогие, мужество. Мужество в первую очередь отплыть от прежнего берега, оттолкнуться словно от прошлого. И по части ваших достижений. И есть уже какие-то в будущем прекрасные предпосылки вот в настоящем для этого будущего. Но ведь все зависит от вас самих. Кто-то решится на этот важный шаг в жизни. Вот здесь действительно на что-то нужно решиться. А кто-то даже не увидит. Все же мы все разные. Но по шестерке мечей для тех, кто ставит перед собой какие-то замыслы, планы, что-то хочет осуществить или ищет свой жизненный путь, может быть и так, как бы это пафосно ни звучало. Здесь вы с чем-то можете определиться. Какая-то ясность у вас наступит. Как и в принципе, на кого я могу рассчитывать? Ну, понятно, на самого себя. Но я так больше вижу, что у вас есть все-таки действительно или будет, может быть, такой человек, который как минимум в каком-то контексте будет разделять ваши взгляды, по крайней мере, не препятствовать и где-то может поддержать ваш проект. Может быть, дельным советом, ну, кто знает, а может быть и финансированием. Тут ведь смотря, чем вы занимаетесь. Я все же вижу, что, правда, даже если вы занимаетесь творчеством, среди вас много творческих людей, пишете картины, создаете, креативите что-то, и тогда для тех, кто умеет что-то создать, действительно какая-то финансовая подушка безопасности, меценатства очень важно. Но вы можете, если таковой даже человек есть, вы можете на чистоту какие-то разговоры провести. В каком контексте будет это продолжаться? Спонсорство, например, да? Вот вам тут, видимо, финансовую составляющую. Тут не какие-то надежды или ощущения. Тут что-то нужно на конкретные рельсы вам переложить. То, что осязаемо. Сфера отношений и личной жизни. Что нам скажут карты? Карта искаженного восприятия. Не замечтаться, мои дорогие. Мы здесь можем устроить, опять же, себе глубокую философию. Не повторяюсь, это все то, что я говорила
в значении вот этих скрещенных мечей в картах пасьянса. Но это еще и когда мы сами где-то себе поставили табу, потому что нет, этого не может быть никогда. Мы начинаем, где-то пытаемся удерживать то, что нам знакомо, любимо, привычно. А карта говорит, а жизнь-то все равно меняется. Поэтому не создайте для себя искаженного восприятия. Помех у вас нет. Это то, чего нет в реальной жизни. Карта, по сути, так. Что же у вас по сфере отношений, личной жизни? Не должно быть никаких иллюзий. Не должно быть какой-то занятости или работы, как в пустоту. Или, может быть, мелких обязанностей. Вот что-то более глобальное стоит у вас на этой неделе. И карта нам говорит по десятке жезлов. Буквально брось эти 10 жезлов. Удели чему-то более важному внимание, иначе потом ты упустишь время. Что-то на кону для вас стоит на этой неделе, что пусть это даже через отношения, опять же, партнерские это могут быть отношения, или через личную жизнь. Не должно все идти в каком-то рутинном темпе, понимаете? Рутинный темп все-таки это не есть якорь. Какая-то больше определенности у вас должно быть, или согласовать вы должны с самим собой. Как и по части не должно быть этого неправильного восприятия, увидеть какую-то реальность, так и ну, где-то не поддаваться соблазну действовать по прежнему алгоритму или по прежним принципам, потому что мы можем включиться в какую-то многозадачность, а на самом деле это уже не имеет смысла. Вы можете включиться в какую-то и помощь, и тогда нам карты говорят, да нет, ты потеряешь время, силы, деньги, средства, может быть, какие-то свои ресурсы, но упустишь еще и через время очень важный ресурс, какую-то возможность. Всегда ведь по девятке жезлов мы делегируем больше те вопросы, которые должен решать тот человек, который, может быть, к нам обращается постоянно за какой-то помощью. Вот что-то подобное вам, как и собственное мировосприятие, так и собственную помощь кому-то нужно пересмотреть. Будьте внимательны в отношении личной жизни и взаимодействия. И карта не говорит, что мы должны это поспорить с кем-то или через какой-то конфликт это осуществлять. Нет, не включайтесь в те дела, запросы, которые, может быть, с вами спорят, вам что-то доказывают. С вами могут, кстати, противоречить. Вы кому-то скажете «нет», предположим, на этой неделе. Прежде помогали, а тут скажете «извини, у меня сейчас свои планы, и в мою стратегию финансовую я никак не могу вписать ни рубля мимо или помощи кому-то. Я сейчас вынужден или вынуждена должна думать о самой себе». И тогда это может вызвать такой бурный протест от того лица, кому вы скажете «нет». Вы «нет» кому-то можете сказать. Тогда будьте дипломатами. Ни да, ни нет. Пусть человек выговорится. Но иногда, когда выпадает пятерка мечей, для нас бывает это больно. Услышать что-то даже негативное, пусть только лишь потому, что всегда помогала, первый раз отказал, и все. Гром и молнии происходят. И тем не менее, выдержите какую-то паузу. Вы в последующем себе самому или самой скажете спасибо. Но реалистом, опять же, быть стоит. Давайте мы достанем 3 карты как совет. Чему нужно уделить внимание, что обустроить, что согласовать, организовать или в чем навести порядок. По умеренности вы в первую очередь со временем должны разобраться, мои дорогие весы, чтобы не должно быть, вот как я говорила, потрачено и ресурсов ваших, и ресурсов временных в том числе, в пустоту, в неизвестность или во благо кому-то, во вред самому себе. И имеется в виду, по умеренности нет смысла чего-то, как с одной стороны, ожидать. И, кстати, у кого-то иногда эта карта ожидания, королева кубков, именно в этой колоде карт. Мы просто чего-то ждем, что за нас решится какой-то вопрос, или люди, которые нам пообещали, наконец-то вспомнят о нас и сделают какие-то в наш адрес первые шаги. А нам тогда карты говорят, не жди того, кто не придет, не жди того, что неосуществимо. Если ты уже завис в каких-то ожиданиях, так ты будь реалистом, тебе, может быть, уже в другом направлении пора
наметить свой дальнейший план действий, а ты все чего-то ждешь. Да, будут и те, может быть, вопросы, когда от вас потребуются очень быстрые какие-то, слаженные и решения, и действия. Может быть, и будут те вопросы, когда присутствует регламент. Я жду документа. Вот тут мы не ускорим. Хоть как и не изворачивайся, не получается. Поэтому все то, что касается законов, оформления, мы здесь вынуждены где-то себя останавливать и набраться терпения. Но если это, повторюсь, двойственная ситуация или какое-то бессмысленное ожидание, или словно повторение пройденного, да, как какое-то дежавю, так сколько можно это тянуть? Есть ли смысл что-то продолжать? Вот по аркану умеренности вам нужно с этим разобраться. Иначе вы потеряете время. Потеря ресурсов таких будет означать, что вы можете упустить какую-то возможность, которая именно приходит для вас на этой неделе. Может быть, возможность окончательно с чем-то определиться. Может быть, и куда-то отправиться, рассмотреть иной вариант. Что же еще вам придется организовывать? Вот больше рассчитывай сам на себя. Аркан отшельника – это дервиш, который идет своим путем. Я люблю эту карту, никто не мешает. Часто бывает, когда мы устаем, как и от помощи кому-то, кстати. И так мы устаем от многозадачности или от того, что нас какое-то время словно в ситуации или человек конкретный держит в заложниках. Нам надоедает, действительно. Мы собираемся и уходим. Уходим, потому что больше так продолжаться не может, мы не хотим. Вот вы чего-то не хотите. И это более серьезное, чем просто ваше настроение. Определенно, уже не первая карта нам об этом говорит. И значит, как какие-то итоги вы должны подвести. Что-то не должно быть продолжено, как прежде. Может быть, выйти из пустого ожидания. Может быть, разобраться по части партнерских отношений. Может быть, разобраться и по части вашего социума. В самом себе, в своих планах навести порядок тоже. Что есть смысл продолжать и будет служить вот этим совершенством успеха. А что будет просто пустой тратой времени и сил? Берегите себя, мои дорогие весы. По отшельнику у него всегда правильно работает интуиция. Прообраз интуиции вот этот фонарь. И он включается вовремя. Шестое чувство вам будет давать правильные подсказки. И, может быть, прислушайтесь к этим подсказкам или рассмотрите какую-то историю более так пунктуально. Потому что шел наш отшельник, включился фонарь, а там на дороге змея. И вам выпадает аркан маска. То есть одно дело где-то вот эта тревожность, но другое дело какое-то дежавю. Вы не должны попасть еще раз в какую-то либо зависимую ситуацию, либо когда вам что-то пообещали, а вы сидите, ждете, или в отношении вас какая-то нечестная игра. Не купитесь на лесть, я бы сказала. Вот так. Не купитесь на обещания. В чем еще порядок? Вот смотрите, для вас сейчас ваша задача быть спонтанным. Чем больше ты попробуешь, тем больше ты получишь. Чем больше ты попробуешь себя в новом деле или рассмотришь новых направлений, тем больше у тебя будет эта самая палитра горизонта, из чего у тебя будет возможности выбирать. Это карта спонтанности. Может быть, собирались вы в одно место, а придется поехать в два. Съездите в одно, а потом поедете в другое. Вам могут предложить что-то, или вы сами, опять же, решите, или вы услышите какую-то новость, когда вас это подвигнет быстро собраться куда-то в путь, может быть, совершить какие-то согласования, прояснить для себя какую-то обстановку. И пока вы не определились, допустим, с одним вариантом, вы можете оставлять как запасной аэродром какой-то другой. Может быть, даже этих запасных аэродромов у вас будет, мои дорогие весы, несколько. Но для вас тогда эта карта совершенно говорит о том, что ты не должен остаться неудел. Тебя будут где-то пытаться, может быть, наоборот, поставить на какой-то стопор, на какой-то якорь даже будут пытаться. Но ваша задача – этот якорь самому создать. Создать якорь уверенности в завтрашнем дне. И он не придет к вам сам по себе. Он приходит от вашего опыта или от того, какие вы новые направления рассматриваете, пробуете и видите через опыт. В чем же это проиграется? Или в чем я больше смогу заработать деньги? Или в чем я могу выразить
все свои посылы души наиболее ярко, наиболее красочно, может быть и так, потому что будущее уже практически на пороге. И карта, если мы рассматриваем ее как совет, пробуй, пока не получится или не надоест. Вот такие для вас советы, мои дорогие весы. Неделя не такой большой срок, но есть определенно то, что в эту неделю у вас как первоочередное, самое важное. Это вы сами и те люди, которым вы можете доверять. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.